Всем привет, с вами канал Mobily S, и я уже снимаю по счету 20-й обзор. И сегодня я хочу вам представить вот такую хорошую колонку марки JBL, модель называется Go. Это колонка бюджетная. Сегодня рассмотрим эту колонку и оценим ее качество звучания. Узнаем, как всегда, технические характеристики. Вот так вот выглядит эта коробка. Давайте ее откроем. Вот так вот она открывается. Вытаскиваем ее. Здесь тоже открываем. Вот наша колонка. А вот здесь находится в этом черном прямоугольнике, чуть не сказал квадрат, USB кабель для зарядки нашей колонки и всякая макулатура, которую, конечно же, никто не будет ее читать. Сначала я вам расскажу о компании JBL. JBL – американская компания, производящая акустическую аудиотехнику, входящая в состав объединения Harman International Industries, включающего в себя многочисленные компании по производству аудиотехники. Компания JBL была основана в 1946 году Джеймсом Буллоу Лэнсингом. Ужас. Продукция JBL – это акустические системы высокого класса и сопутствующая им электроника. Вот сама колонка. Материалы изготовления она сделана в основном из пластика, и пластик такой приятный на ощупь. Он называется Soft Touch пластик. Вот здесь находится решетка и надпись JBL. И мне это подсказывает то, что эта надпись JBL, она со временем будет стираться. По крайней мере, мне так кажется. Слева находится место для ремешка, кнопка включения, кнопка Bluetooth, регулировка громкости и кнопка для сбрасывания или отмены вызова. Также она служит для паузы трека. Здесь джек 3,5 это AUX, USB для зарядки и микрофон для разговора. Сзади вся информация. Можете посмотреть. И есть ножки прорезиненные. Начинаем тестирование колонки. Включаем нашу колонку. Вот горит светодиод. Нажимаем на кнопку Bluetooth. Через телефон коннектимся. Включаем Bluetooth. Я заранее уже сконнектился. И сейчас проходит это все за считанные секунды. Вот этот светодиод горит. Это значит, ваша колонка подключена к устройству воспроизведения, то есть к телефону. Блин, что я сказал? Ладно. Выберем какой-нибудь трек, за который мне не отключат монетизацию. Но я надеюсь, мне не придется перезаливать ролик этот. Начнем с этой композиции. Вот. Все в порядке.
That's what I thought, coming back. Rushing
now, cross my name and die. Honors in the flag, undenied. So this time, whether you are home. And it's cause you're mine. And it's cause you're mine. Oh, it's cause you're mine. Oh, it's cause you're mine. And it's cause you're mine. Spend it in Mayday. And it's cause you're mine. So wisely, I know it should be alright. That's what I thought, hold me back. Rushing out, cross my name and die. Honors in the flag, undenied. So this time, whether you are home. And it's cause you're mine. And it's cause you're mine. Oh, it's cause you're mine.
это просто очень громкая и бомбическая колонка. Вы просто себе не представляете, друзья. Даже во время этого трека вот этот светодиод, он даже немножко яркость менял. Представляете, насколько мощная эта колонка? И еще когда звучали треки, даже воздух выходил из эту сетку. Вот такая вот мощная колонка. Сейчас я вам начну рассказывать технические характеристики этой колонки. Интерфейс подключения Bluetooth, а также 3,5 джек, то есть AUX. Мощность 3 Вт, частотный диапазон от 180 Гц до 20 кГц, отношение сигнал-шум 80 дБ, версия Bluetooth 4.1, размер динамика 40 мм, тип аккумулятора литий-ионный, время работы 5 часов, но это очень сильно зависит от уровня громкости, который вы слушаете. Вес 130 грамм. Сейчас мы с вами сделаем вывод, а также я вам продемонстрирую зарядку этой колонки. Заряжается она от micro-USB, вот такой кабелечек, если так можно назвать, идет он в комплекте. Вставляем его, вставляется он плотно и даже не шатается, почти не шатается. Включаем, и вот горит красный светодиод, это означает то, что колонка заряжается. А когда колонка зарядилась, этот светодиод все равно продолжает гореть красным, потому что он уведомляет о том, что колонка включена в сеть. Также, если идет проигрывание музыки и аккумулятор садится, то этот светодиод красный, он мигает. Это означает то, что зарядка маленькая и нужно поставить на зарядку. Но сейчас зарядка не нужна. Выключаем. Вот здесь плотно все-таки сидит. Вот, теперь начнем с вывода. Это реально хорошая колонка. Она, кстати, стоит 1700 рублей. На свои деньги она отрабатывает просто на отлично. Это реально громкая колонка по моим субъективным ощущениям. И она еще умеет принимать вызовы. Это тоже круто, когда у вас это кто-то звонит, знакомый, друг. И всегда нужно быть на связи. Потому что это колонка по Bluetooth. Также можно использовать ее 3,5 для AUX, то есть можно вставить в комп, можно вставить в телефон. Если вы хотите экономить заряд своей колонки. Но продемонстрировать я это, к сожалению, не могу. Потому что у меня тупо нет. Это AUX кабель, но поверьте мне, он работает. Здесь ремешок. Для ремешка я уже показывал, но, к сожалению, ремешок в комплекте не идет. И, в общем, это реально громкая колонка. Я думаю, все-таки она стоит своих денег, если вам не хватает для других моделей, там, которые JBL Charge вроде бы называются. Там еще такая большая колонка есть, просто огромная. Надо было это посмотреть, но я не посмотрел. Но она реально крутая. Но если вам не хватает денег на эту большую колонку, то можно, в принципе, приобрести этого малыша. Если деньги позволяют. В общем, 1700 это не такая уж большая сумма. Это вам не 2000, не 5000. И если вы ищете колонку, то это просто идеальный вариант за эти деньги. Лучше уж все-таки не покупать колонки с Алиэкспресса, а все-таки поднакопить и купить JBL. Просто это реально качественная акустическая система. Особенно по отзывам, тоже хорошие отзывы. И на этом у меня все. С вами был канал Mobily S. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки. Это все равно, не имеет особого значения, но хотя бы продвигать видео в топ. Хотя какой мне топ, ё-моё. В общем, всем до свидания, всем удачи и всем пока.
boom.